Привет, друзья! Я Олег Криволапов, а это первая передача о путешествиях по виртуальным мирам. Travel-блог от мира видеоигр. Есть очень много как выдуманных, так и давно исчезнувших миров, которые так и просятся, чтобы кто-то посетил. Так пускай этими туристами станем мы с вами. А начнем мы, пожалуй, с Древнего Рима из Assassin's Creed Origins. Десятки историков трудились над тем, чтобы Древний Египет середины 1 века до нашей эры выглядел как настоящий. Недавно в игру даже добавили особый познавательный режим. Там, правда, информация скорее общего характера. Ну и я подумал, что этому миру нужен опытный турист. Но вот при чем же здесь Рим, спросите вы? Речь-то ведь о Египте. А при том, что мир игры захватывает и Кирену, римскую колонию, а значит и часть знаменитого Пакс Романа, римского мира. Туда и отправимся. Через 2000 лет там внизу будут живописные развалины, а сама территория вновь будет зваться Ливией. От римских Киренаики ничего не останется, рядом будет лишь небольшой городок – Шахат. Но сегодня здесь все выглядит совершенно иначе. Христос родится еще через полвека, Рим – республика, а красотка Клеопатра планирует умереть от старости. Все-таки в античности умели культурно отдыхать. Вот гляньте на этих ребят позади меня. Никто не залипает в мобильник, не спешит в коворкинг и не постит фоточки салата Цезарь в Инстаграм. Собственно, Цезарь еще жив, а обожествить его пока не успели, поэтому и салат еще не придумали. Мы в Африке, а тут днем никто старается не работать, кроме рабов, разумеется. И эти работают тогда, когда им прикажут, ведь всю работу, которую через 2000 лет будут выполнять машины, здесь делают они, причем совершенно бесплатно. Ближе к вечеру все вокруг опять возьмутся за дела. Но пока солнце в зените, у них есть время, чтобы обсудить новости, хлебнуть разбавленного винца и помолиться богам вон в той пещере, из которой сделали святилище. Такой уж тут распорядок. Даже вечно занятые римляне знают, что на солнце много не наработаешь. И, кстати, о вине. Пить разбавленное вино вовсе не зазорно. Это логичный способ утолить жажду и немного расслабиться, а потом вернуться назад к делам. А вот раба могут дать и чистого, чтобы немного над ними поугарать. Телевизоров с кондиционерами еще, увы, не сделали. А там внизу раскинулась Кирена, римский город с греческими корнями. Он обнесен стеной, самую высокую точку занимает Акрополь, есть несколько храмов, овальная арена и бани. Римские поселения имели схожую структуру, но всегда с местными особенностями. Планировка очень зависела от того, что лежало в основе города. В случае с Киреной во всем виноваты греки. Давайте уже спустимся вниз и посмотрим на одно очень любопытное здание. Это гробница. Тут лежит царь Бат I. Причем с английским Бат это имя никак не связано. Да и английского пока не придумали. Скорее всего, происходит оно от ливийского – вождь. Так вот, в древние даже для римлян времена 7 века до нашей эры знатный грек, в юности Аристотель, наведался к дельфийскому оракулу, и тот велел построить колонию в Ливии. Оракула было принято слушать, и царь Грин, при всем присутствовавший, после нескольких путешествий решил переселить часть города Феры в Африку. После Бата Кирену долгое время лихорадило только так. Здесь побывали персы, Александр Великий, греческие тираны и даже демократия. Ну а 50 лет назад город завещали Риму, который, понятно, не стал отказываться и быстро навел в округе свои порядки. Вот и получилось, что на сегодняшний день здесь уже вовсю действуют римские законы, да и перестроили город тоже на римский манер. Что ж, добро пожаловать в Древний Рим, друзья! Теперь и вы тоже в курсе, откуда прямо у ворот Древнего Египта возник кусок Рима. Собственно, это лишь завязка, потому что рассказать тут еще есть о чем. Мы можем отправиться в римские бани, поглазеть на голых чтобы изучить их устройство, или узнать, почему в настольные игры играли под водой. Можем двинуть к местным фермерам, чтобы взглянуть на растения, которые продавали на вес серебра. Или сходить в театр, потому что тогдашние актеры сильно отличались от современных. Можно было буквально умереть на сцене. В общем, поверьте, тут есть на что посмотреть. И это не говоря о других вселенных. Можно ведь заглянуть на Нормандию, или хлебнуть теле в таверне Штормграда. Организовать такие поездки, однако, довольно сложно, поэтому продолжение будет зависеть только от вас.
Ставьте лайки, делитесь этим travel-блогом с друзьями, и возможно я таки переборю свою лень, выйду из этого лупанария и сниму еще что-нибудь. До встречи в виртуальных мирах, друзья. Пока!